Город с остальным характером и открытой душой. Это Запорожье. Так уж получилось, что с первых дней войны город оказался прифронтовым. Но кроме этого, он также стал тылом, как для наших украинских защитников, так и для тысяч беженцев со временно оккупированных территорий. Вы на канале Маршруты, меня зовут Женя, и сегодня я хочу вам рассказать и показать, как живет мой родной, ныне тыловой и прифронтовой город Запорожье. Город-работяга. Индустриальный областной центр с островом Хортица посреди Днепра. Таким знают Запорожье большинство украинцев. Но 24 февраля все перевернуло с ног на голову. В том числе и в моем городе. Внезапно у него появилась новая роль. Ежедневно с начала войны бои идут буквально в нескольких десятках километров от Запорожья. Эхо от них нередко доносится и до города. Надеюсь, к моменту выхода этого выпуска ситуация уже изменится к лучшему в нашу сторону, но напряжение от близости фронта в Запорожье ощущается буквально физически. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ни единого дня и ночи не обходится без тревог. Как и во всей Украине, дуры-ракеты уничтожают все, что попадется им на пути. Вот, например, один из недавних прилетов. Этот ТЦ ежедневно посещали сотни людей. Так выглядел кинотеатр. А здесь были торговые этажи. Один из бесчисленных примеров военных преступлений РФ в Украине. Я думаю, каждому украинцу сейчас знакомо это чувство, когда после каждого нового прилета как будто бы в душу плюнули. Впрочем, Запорожью не зря приписывают казацкий дух. Как только нависла угроза нападения, местные общими усилиями тут же превратили его в город-крепость. В том числе подумали и о культурном наследии. Все города Украины сейчас пытаются сохранить свое культурное наследие, и Запорожье в этом плане тоже не исключение. Понадобилось больше 1000 мешков с песком, чтобы укрыть от разрушения самые примечательные памятки нашего города. А это вас приветствует Леонид Жаботинский. Фигуру двухкратного олимпийского чемпиона-тяжелоатлета укрывали мешками с особой старательностью, как и с десяток других важных монументов города. А еще с первых дней войны Запорожье открыл свои двери для беженцев с оккупированных территорий. Трассу с оккупированной области в свободное Запорожье даже назвали «дорогой жизни». Ею за первые 3 месяца войны воспользовалось без малого 200 тысяч человек. 70 тысяч из них остались в Запорожье. Это и мариупольцы, и жители временно оккупированной Запорожской области. Местные в стороне не остаются, стараются всячески помогать приезжим. Кто-то кормит бесплатными обедами, кто-то раздает гуманитарную помощь. Впрочем, многие переселенцы и сами стремятся помочь. Ведь Запорожье сейчас – это еще и тыл украинских защитников. Ну, во-первых, помощь, во-вторых, вот эти все беженцы, они все морально раненые. Вот это когда ты сидишь в чужой квартире, без особого дома у меня там было свой дом, хозяйство, пчелы, все время заняты. А тут все, мало того, что душой ты травмирован, а тут занятия и помощь. Там это в Мариуполе. Оттуда Любовь Николаевна с семьей вынужденно уехали спустя месяц оккупации. Без газа, без света, без воды, под орками, потом сбежали. Нам просто вот как-то повезло. Мы выскочили на Запорожскую трассу, у нас собралось 6 машин. Ну вот в тот день не было перестрелки, и нас нигде не держат. Это просто весело. Перед вами самый настоящий волонтерский штаб с несколькими цехами.
Здесь ежедневно собираются десятки небезразличных людей, которые хотят приблизить победу Украины. Для этого дружно плетут маскировочные сети нашим на передовую. Ну, так Макула окупація почалась 27 лютого. Заходили танки російські, були певні бойові дії в місті, погибли наші хлопці там, захищаючи. Життя в окупації не є солодким, тому ми вирішили переміститися до міста Запоріжжя. Наразі ми плетемо такі захисні накидки для шоломів. Потім наші бійці одягають такі макітрочки на шоломи і стають невидимими. Несмотря на пережитое, люди здесь как батарейки, которые заряжают оптимизмом. Это и переселенцы, и местные жители. Нас снимают, улыбайтесь затылками. А плетение маскировочных сетей для них – это вовсе не просто механические действия, скорее сакральный ритуал. Мы не плетем, а оплетаем с хорошими мыслями. Это же оберег для ребят. Ой, аби сіточки наших хлопців уберегли. Сетка – это же оберег, понимаете? И да, ребята благодарны, потому что жизнь бережет их. Процесс сакральный от начала и до конца. И даже упаковка готовой сетки на передовую – особый ритуал. А це такий малюнок, дітки наші малюють для наших бійців, для наших хлопців, щоб вони мали наснагу, щоб вони мали мотивацію, щоб вони знали, що ми з ними. Зараз ми будемо її змотувати і оце ми покладемо. І маленький оберег, отакий, це теж хендмейк, такий ангелочок теж. Це оберег, це енергія, це посил. Штаб существует еще с 2014 года, когда Россия впервые напала на Донбасс. Сейчас, говорят, желающих помочь столько, что для всех даже места не хватает. Поэтому некоторые работают прямо на свежем воздухе. Зараз вас будуть знімати і ще інтерв'ю, а ще і заспівати. Яку пісню? А вашу улюблену? У лузі червона калина похилилася, а ми нашу славну Україну рей-гей розвеселимо. Це була репетиція. Этих жизнерадостных женщин здесь ласково называют «зайками на лужайке». Наші сіточки самі найкращі. Ми різуни, а дівчатка наші плетуни. Эти сетки действительно признаны лучшими для фронта. Все потому, что технику плетения изобретали сами, старались как для себя. А система плетіння отака була розроблена дівчинкою, вона модельєр за фахом, це моя донька. Да, і за розробку цього навіть одержала орден. Вони дуже легкі, що дуже подобається хлопцям. Тобто наша сітка важить всього 4-5 кілограмів. Легко можна зібрати, увести, вони дуже потрібні. За цей період ми сплели більш як 600 квадратних метрів сітки. И даже более того, здесь настолько креативно подходят к плетению, что уже создали праздничную сетку, которая ждет того самого победного дня. Просто вишиванка. Поєднання червоно-чорних кольорів – це любов до землі. Так як зараз наші солдати захищають нашу рідну землю, то ми зробили саме в червоно-чорних кольорах. І ми сюди вишили чорнобривці. Квітка чорнобривець – це оберіг для чоловіка. Кожний приклав сюди свою руку і тільки з перемогою. Невероятно, но вся эта масштабная работа волонтеров здесь закрутилась-завертелась благодаря одному единственному человеку – Людмила Николаевна, главная солдатская мама Запорожья. Говорит, что в 2014 году начинала одна, а сейчас война всех объединила. Кто, если не я? У меня это зов сердца, зов моей души. Вот и все. Я по-другому не могу.
Если каждый хоть вот столечко сделает. Ты просто подумай, вот, что ты можешь сделать. А это уже Аня и Белла. С приходом войны они тоже задумались, чем могут быть полезными для ЗСУ. Решили делать биологическое оружие. Ловкость рук девчонок, и уже собрался целый отряд боевых гусей. Как идея гуся появилась вообще? Где вы его видите? Что это в интернеті мемчики всякі. З фейкової новини росіян почалося, що у нас тут якісь гуси, які летять вбивати москалів, тому ми вирішили зробити саме таку біологічну зброю. Девушки вяжут тематические игрушки об актуальном, потом выставляют их на аукцион. Все вырученные деньги передают на ремонт автомобілів ЗСУ з передової. Коли почалася війна, то я, як і багато людей, почала думати, чим я, власне, можу допомагати. У мене виникла ідея в'язати іграшки. Мої знайомі з Запоріжжя, вони займаються постійно ремонтом автівок для ЗСУ безкоштовно. І я вирішила продати ці іграшки і половину коштів віддати їм. Це був такий мій міні-стартап, можна сказати. На первом аукционе собрали 4,5 тысячи гривен, на втором 13,5 тысяч. Девушки говорят, что кроме гусей люди также с удовольствием раскупают джавелины. Это мы брали фотографию джавелина. Вот на оригинальной фотографии была такая штука, это, я так понимаю, сумочка для каких-то запчастей, камера и вот прицельчик такой. Вот. Ну, это, видимо, крышки, где огонь, там одна, они снимаются, наверное, я не знаю. Ну, да, на плечо это вот так. Как-то так. Ну, а любимчика патрона вам и вовсе представлять не надо. Его вязаный двойник тоже помогает ЗСУ ремонтировать технику. Це наш такий маленький пухнастий герой, і він теж людям дуже подобається, його активно замовляють, у нього ось такий жилетик, ми думаємо над тим, як зробити його таким зйомним, нашийник в нього, ось такі нашивочки, патрон. И да, у нас тут с пеленок все со своими джавелинами. Сила орка ляже в грунту, може засунути. Если вы пройдетесь сейчас по центральным улицам Запорожья, заметите некое опустение. Там, где еще вчера были магазины и кафе, сегодня аренда. Что в принципе ожидаемо. Удивительно другое – новые стартапы в прифронтовом Запорожье. А они есть, и это вовсе не единичные случаи. Привет, Женечка, заходи. Знакомьтесь, Катя предприниматель. Несмотря на все риски, она решилась на открытие собственной студии реабилитации и массажа в самом центре Запорожья. Катя сделала ремонт и сейчас обустраивает свое новое пространство. Мы только заезжаем, у нас все в процессе ремонта. Здесь у нас будет зона рецепции, зона ожидания обязательно. И планирую на данный момент сделать маленькую комнату или детский уголочек для детей. Будет у нас также 2 кабинета, реабилитация и массаж. Собственная студия – давняя мечта Кати. Решила действовать именно сейчас. Наверное, даже сложности не было в принятии этого решения. Запорожье – это мой дом. Я верю в наших людей, я верю в то, что каждый должен вносить какой-то вклад в развитие нашего города, нашей страны. Я дома, это самое главное. Катя занимается массажами и реабилитацией больше 13 лет. Свою работу считает призванием и не скрывает. Рада, что в такое время может быть полезной людям. Все взаимосвязано. Я работаю с системой в целом. То есть я считаю, что через физическое состояние я могу улучшить психоэмоциональное состояние. То есть это различные техники массажа, это расслабление мышечных спазмов, работа с триггерными точками. Очень связано психоэмоциональное состояние и физическое. Стрессы, напряжение эмоциональное, злость, обида. Казалось бы, это эмоция, но каждая эмоция откладывается в нашем теле. Катина помощь ЗСУ – это бесплатная реабилитация и массажи для защитников. Говорит, подобную помощь готова оказывать до конца войны.
То есть мы хотим помогать нашим ребятам, мы хотим помогать им быстрее, как можно быстрее восстанавливаться. Ребята приходили с теробороны из ЗСУ, в основном это проблемы с плечевыми суставами, с мышцами шеи, у многих проблемы с поясничным отделом. Всем, кто обращался, мы помогали, ребята довольны и мы счастливы. Несмотря ни на что, досуг в Запорожье тоже есть. Так, большинство самых любимых заведений Запорожья все же работают. Но даже здесь кое-что изменилось. Ведь все понимают, благодаря кому на самом деле мы сегодня можем беззаботно пить кофе в родном городе. Теперь слова благодарности можно отправить напрямую адресатам. Для этого в кафе заготовили спеціальні відкритки. Будь-яку листівку може взяти, підписати, написати слова підтримки нашим хлопцям на передовій, слова подяки. Тут дуже багато дівчат підписують ці листівки. Я думаю, що це відгукнеться в кожному серці. Эту акцию придумали запорожские волонтеры. Каждый посетитель, сидя за чашкой кофе, может подписать открытку защитникам на фронт. Инициативу поддержали многие местные заведения. Я сказала нашим героям, що завдяки їм ми можемо спокійно спати, ми можемо продовжувати вільне життя, проживати спокійно цю мить, працювати на улюбленій роботі, займатися повсякденними справами. І якщо б їх просто не було, то, мабуть, цього спокою в нас би не було. І тому вони наша перемога, вони наша надія. А еще в Запорожье военного времени новый виток творчества. Это граффити совсем свежее. Оно появилось на месте старой облезлой стены буквально за один день. Все очень красноречиво и однозначно. Но самый популярный мурал Запорожья находится в одном из спальных районов. Для тех, кто не успел обзавестись лимитированной маркой Укрпочты, есть хорошие новости, и они находятся прямо за моей спиной. Запорожские художники воссоздали популярную марку на трансформаторной будке. И пусть здесь есть некоторые отличия, зато с муралом можно сфоткаться. Конечно, делать это принято так, чтобы было символично. Также на одном из домов города появилась легендарная Мрия, а вдоль неприметного забора комиксы об актуальном. Ну, а закончить хочется чем-то жизнеутверждающим, тем более, что и повод у нас такой имеется. У нас в Запорожье впервые за много-много лет зазеленел наш запорожский 700-летний дуб. Пойдемте посмотрим, как это выглядит. Место у дуба очень приятное и благоустроенное. Даже в самый разгар жары здесь прохладно благодаря кронам дубов. Еще есть фотозоны для символичных снимков. Очень рекомендую просто прийти сюда и насладиться тишиной и спокойствием. Но не буду держать интригу, ведь мы пришли сюда, чтобы увидеть уникальное явление. 700-летний запорожский дуб действительно покрылся зеленью. Точнее, одна его ветвь. Но поверьте, это очень жизнеутверждающе, ведь такого не было уже много-много лет. До 1970-х дуб держался и был в расцвете сил. Он плодоносил ежегодно, давая до 4 центнеров желудей. Но потом
В 90-е дуб иссох и весь обнажился. На поверхности на коре появились вредители, болезни, грибки. Ученые предполагают, что такое происходит или от возраста дерева, или из-за повышения уровня грунтовых вод. Почему это случилось с нашим дубом, наверняка не знает никто. А теперь вот дуб, которому 700 лет, вдруг взял и расцвел в самый разгар войны. Мы, местные, считаем, что это не иначе, как очень хороший знак, и очень в это верим. Без преувеличения, все живое в Украине верит, что свет обязательно победит темноту. Наша земля, наша країна, по-іншому не може бути просто. У нас народ такой, он неволе не живет. Мы все едины, мы все сильные. У нас очень мощная энергия. Конечно, мы победим. Ми козацького роду, наш край Запорізький, ми ніколи не здавалися. Войовничий дух України. Ми свою землю нікому не віддамо. Ми серце України, Запоріжжя. Тільки перемога.